Всем привет, с вами Wallface. Я уверена, что вам так же, как и мне, в такую противную погоду не хватает немного уюта, тепла и любви. Именно поэтому сегодня мы сделаем с вами вот такое вязаное сердечко. Потому что может быть уютнее, чем вязание, и теплее, чем любовь, исходящая из наших сердец. Но прежде чем приступить, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, это поможет мне в развитии канала, а также переходите в другие социальные сети, все ссылочки я оставлю в описании. Ну что, поехали! Нам понадобится пряжа, у меня это Yarn Art Jeans. Наполнитель, крючок у меня размер 2,5 мм, игла для вязания и маркер. Первый ряд мы начинаем с кольца амигуруми. Конец зажимаем между пальцами, а основную нить оборачиваем вокруг указательного пальца вот таким образом. Затем заводим крючок в кольцо и вытягиваем нашу основную нить, и как бы ее прокручиваем, так лучше будет держаться дальнейшая петля. Теперь через имеющуюся петлю нужно протянуть основную нить. Думаю, у вас это получится быстрее и проще, просто у меня сегодня вообще руки, знаете, извините меня, растут не с того места. Ну, в общем, вот так мы ее вытягиваем. Теперь снимаем кольцо с нашего указательного пальца и подготавливаемся к первому ряду. Первый ряд состоит из 6 столбиков без накида. Делаем первый столбик. Заводим крючок в кольцо, вытягиваем нашу основную нить, чтобы на крючке было 2 петли. Вот таким образом. Теперь снова захватываем основную нить и провязываем 2 эти петли. И так у нас получается первый столбик без накида. И до конца ряда нам надо связать еще 5 таких столбиков без накида. Снова заводим крючок в кольцо, подхватываем основную нить, чтобы на крючке у нас было 2 петли. Теперь захватываем снова основную нить и провязываем эти 2 петли, чтобы у нас получился второй столбик без накида. И до конца ряда надо будет провязать еще таких 4 столбика, чтобы в итоге получилось 6 столбиков без накида. Когда довязали все 6 столбиков, чуть вытягиваем нить и убираем крючок, чтобы нам не мешалось. Теперь нам нужно затянуть в кольцо, чтобы получилось именно кольцо амигуруми. Берем короткий конец и тянем просто это кольцо, оно само соединится. И в итоге ваш первый ряд должен выглядеть примерно вот так. А мы теперь переходим ко второму ряду. Второй ряд состоит из 6 прибавок, то есть мы будем провязывать по 2 столбика без накида в каждую петлю. Заводим крючок под петлю, захватываем основную нить, протягиваем ее через петлю так, чтобы на крючке было 2 петли, и основной нитью провязываем уже вот эти 2 петли, таким вот образом. После этого обязательно не забываем поставить маркер, чтобы не потерять начало нашего ряда. И теперь в эту же петлю мы будем провязывать второй столбик без накида. Снова заводим крючок под петлю, протягиваем основную нить так, чтобы на крючке было 2 петли, и основной нитью провязываем их. Таким образом у нас получается, что в первую петлю первого ряда мы провязали 2 столбика без накида, то есть одну прибавку. Давайте еще раз повторим алгоритм. Заводим крючок уже под вторую петлю, захватываем основную нить, вытягиваем так, чтобы на крючке было 2 петли и провязываем их. Теперь повторяем действие еще раз. Заводим крючок под ту же петлю, протягиваем основную нить, чтобы 2 петли было на крючке, и провязываем их. В итоге у вас должно получиться 4 столбика без накида, при этом вы провязали всего 2 петли первого ряда. И так надо сделать еще 4 раза до конца ряда, чтобы в итоге у нас было 12 столбиков без накида. Когда мы довязали, в итоге у вас должно получиться 12 столбиков без накида во втором ряду. И теперь мы можем переходить к третьему ряду. В третьем ряду мы чередуем столбик без накида, прибавку, столбик без накида, прибавку, и так до конца ряда, пока у нас не получится 18 столбиков без накида. Снова заводим крючок под петлю, вытягиваем основную нить, чтобы было 2 петли на крючке, и провязываем их основной нитью. Так у нас получается первый столбик без накида. Обязательно ставим маркер, чтобы не потерять начало нашего вязания, нашего ряда. Теперь во вторую петлю второго ряда провязываем прибавку. Заводим крючок под петлю, вытягиваем основную нить, чтобы было 2 петли на крючке, и провязываем их основной нитью.
вот таким вот образом, как вы делали предыдущий столбик. И провязываем еще один столбик в эту же петлю. Заводим крючок под петлю, вытягиваем основную нить и провязываем 2 петли на крючке. И так мы будем продолжать до конца ряда, чередуя просто столбик без накида с прибавкой. В итоге в конце 3-го ряда должно получиться 18 столбиков без накида. Вязали 3-й ряд, и теперь считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Итого 18 столбиков без накида в 3-м ряду. И теперь переходим к 4-му и 5-му рядам. В 4-м и 5-м рядах мы провязываем просто по 18 столбиков без накида. Это самые простые ряды в вязании. И не забывайте ставить маркер на первый столбик, чтобы не потерять начало ряда. Только 5-й ряд довязан, отмеряем небольшую длину у нити и отрезаем ее. Теперь эту нить вытягиваем, и сейчас мы будем делать фейковую петлю, чтобы завершить эту деталь. Для этого берем иглу для вязания и продеваем в нее нить. Итак, у нас есть первая петля ряда, мы ее пропускаем и заводим иглу под следующую петлю. Еще раз, вот первая петля, мы ее пропускаем и заводим под вторую. Вытягиваем иглу и заводим ее в ту петлю, из которой исходит нить. Чтобы не делать лишних движений, лишней мороки, мы сразу будем закреплять нить, то есть нам нужно завести иглу дополнительно под перемычку. Видите, она будет сразу под петлей, такая небольшая деталька, можно сказать. Сразу в нее заводите иглу и просто вытягиваете, так нить закрепится и не будет вам мешать в дальнейшем вязании. И вот такая первая деталь у нас получается. Теперь нужно сделать такую же вторую, только не отрезать кончик. Я сделаю это за кадром. Вторая деталь готова, мы не отрезаем кончик, как я уже говорила, потому что мы сейчас будем соединять 2 части. Это будет уже 6-й ряд. Второй ряд мы начинаем на второй детали, делаем просто 1 столбик без накида. Это будет начало нашего ряда. Не забываем, естественно, про маркер, чтобы не потерять начало ряда. Теперь мы будем соединять 2 детали. Не снимая имеющуюся деталь с крючка, мы заводим его под фейковую петлю, которую делали на первой детали, когда завершали вязание. Вытягиваем нить, у нас также получается 2 петли на крючке, мы их просто провязываем как обычный столбик без накида. Таким образом, у нас уже есть 2 столбика без накида, и теперь нам надо провязать еще 17 таких столбиков до конца этой детали. В итоге перед вторым соединением у нас получится 19 столбиков без накида. Теперь, когда провязали все 19 столбиков без накида, мы будем переходить к второму соединению. Крючок заводим в ту же петлю, в которой делали второй столбик без накида, то есть второй столбик нашего 6-го ряда. Вытягиваем основную нить и провязываем эти 2 петли, которые имеются на крючке. Это у нас будет 20 столбик без накида. 21 столбик мы провязываем в ту же петлю, в которой провязали первый столбик нашего ряда. И теперь до конца ряда надо провязать еще 17 столбиков без накида, чтобы в итоге у нас получилось 38 столбиков без накида в 6-м ряду. В конце 6-го ряда деталь должна выглядеть примерно вот так. У нас будет 38 столбиков без накида, как я уже говорила, во всем ряду. И теперь мы переходим к 7-му ряду. 7-й ряд мы начинаем с убавки. В этом ряду у нас будет 2 убавки, чтобы привести вязание к правильному количеству петель. Как делается убавка? Я завожу крючок в первую петлю ряда, вытягиваю основную нить, но не провязываю 2 петли, а завожу крючок сразу в следующую петлю. И также протягиваю основную нить, чтобы на крючке у меня было 3 петли. И теперь их провязываю.
И в итоге у нас получается столбик без накида, но с 3 петлями на крючке. И вот так у нас выглядит убавка. Опять же, не забываем ставить маркер, чтобы не потерять начало нашего ряда. Теперь нужно будет провязать 17 столбиков без накида, и у нас будет следующая убавка. Так, мы провязали 17 столбиков без накида, и теперь делаем вторую убавку. Так, я завожу крючок под петлю, вытягиваю основную нить, чтобы на крючке было 2 петли, но не провязываю их, и сразу в следующую петлю также завожу крючок, протягиваю основную нить, чтобы на крючке было 3 петли, и уже их провязываю. И так у нас получается одна убавка, 17 столбиков без накида, и вторая убавка. Теперь до конца ряда нам надо провязать еще 17 столбиков без накида, чтобы в итоге у нас получилось 36 столбиков без накида. Довязали 7-й ряд, у нас получилось 36 столбиков без накида, и теперь 8-й и 9-й ряд мы будем просто вязать 36 столбиков без накида. Как я уже говорила, в 7-м ряду у нас получилось 36 столбиков без накида, и теперь мы провязываем 2 ряда, 8-й и 9-й, просто по 36 столбиков без накида. Итак, мы провязали 9 рядов, в 10 ряду у нас будут чередоваться обычные столбики без накида с убавками. Чередование такое: 4 столбика без накида и убавка, 4 столбика без накида и убавка. Давайте вместе вяжем первый столбик, захватываем основную нить, провязываем 2 петли на крючке, ставим обязательно маркер, чтобы не потерять начало нашего ряда. Теперь провязываем второй столбик без накида, снова заводим крючок под петлю, захватываем основную нить, провязываем 2 петли на крючке. Также провязываем 3-й столбик без накида, 4-й столбик без накида тоже так провязываем, и сейчас будем переходить к убавке. Итак, заводим крючок под 5-ю петлю, вытягиваем основную нить, 2 петли не провязываем, заводим крючок под 6-ю петлю и провязываем уже 3 петли на крючке. И так у нас получилась убавка. Итак, у нас получается 4 столбика без накида и убавка, всего 5 петель в ряду. Итак, мы провязываем до конца ряда, чтобы у нас получилось 30 столбиков без накида. Мы довязали 10-й ряд, у нас получилось в итоге 30 столбиков без накида, и мы переходим к 11 и 12 рядам. 11 и 12 ряды мы провязываем без убавок, просто 30 столбиков без накида. В 13 ряду мы снова чередуем столбики без накида и убавку. У нас будет 3 столбика без накида, убавка. И так до конца ряда, пока у нас не получится 24 столбика без накида. Провязали первый столбик без накида, ставим обязательно маркер, чтобы не потерять начало нашего ряда.
не забываем никогда. Помню, я это буду каждому ряду говорить, наверное, но главное не забудьте поставить маркер. Вяжем второй столбик, заводим крючок, достаем основную нить, провязываем 2 петли, также провязываем третий столбик, заводим крючок, достаем нить, провязываем 2 петли и теперь делаем убавку. Заводим крючок, достаем нить, но не провязываем петли, достаем еще раз нить и провязываем уже 3 петли на крючке. Итак, у нас получилось 3 столбика без накида и убавка. В итоге в начале ряда у нас получается 4 петли. Нам надо проделать то же самое еще 5 раз, чтобы в итоге получилось 24 столбика без накида. И вот такой результат 13 ряда. В 14 ряду мы просто провязываем 24 столбика без накида. В 15 ряду у нас снова чередование, у нас будет 2 столбика без накида, убавка, 2 столбика без накида, убавка, и так до конца ряда, пока не получится 18 столбиков без накида. В 16 ряду никаких убавок, просто 18 столбиков без накида. В 17 ряду у нас опять убавки, но теперь мы чередуем так: 1 столбик без накида, убавка, 1 столбик без накида, убавка, и так до конца ряда, чтобы у нас получилось 12 столбиков без накида. В 18 ряду мы просто провязываем 12 столбиков без накида. Провязали до конца ряда 12 столбиков без накида, теперь убираем маркер и будем наполнять наше сердечко. Только сначала немного вытянем нить, чтобы она нам не мешала, и будем наполнять. Расправляем наше сердце, чтобы было удобнее, и приступаем. Никакой особой техники здесь нет, просто берем небольшие части холофайбера или любого другого наполнителя и просто как бы впихиваем в наше сердце. Можно помогать себе любыми предметами, в дальнейшем я буду помогать себе кистью, вы увидите. И как-то так выглядит наполненное сердце. Теперь мы можем переходить к финальным действиям. 19 ряд будет состоять из 6 убавок. Думаю, принцип вы поняли, давайте повторим. Заводим крючок в петлю, достаем основную нить, 2 петли на крючке не провязываем, заводим крючок в следующую петлю, достаем основную нить и провязываем уже 3 петли на крючке. И так нам нужно повторить еще 5 раз, чтобы в итоге было 6 столбиков без накида или 6 убавок. Вот такой результат 19 ряда, и переходим к финалу. Здесь понадобится кончик нити от нашего вязания, игла, протягиваем нить через иглу.
Теперь мы будем как бы прошивать конец, захватывая внешние части петель. Сначала заводим иглу внутрь, потом выводим наружу и так далее. Будем продолжать до конца ряда. Снова заводим внутрь, выводим наружу и вытягиваем иглу с нитью. То же самое делаем с последними двумя. Также захватываем первую петлю для лучшего результата. Теперь тянем нить вверх, как бы стягивая все петли. Находим ближайшую петлю, заводим через нее иглу и делаем как бы закрепку. Выглядит она как обычный узелок в любом шитье. Теперь нам нужно протянуть нить через все вязание. Можно вывести в любом месте иглу, просто вытягиваем и отрезаем эту нить. После этого нужно будет чуть-чуть поправить кончик, чтобы сердце выглядело более завершенным, и все, результат готов. Надеюсь, туториал был вам полезен и понятен, и в итоге вы получили вот такое миленькое сердечко. Если у вас что-то не получилось, вы всегда можете написать мне, и я обязательно помогу вам с непонятными моментами. Также не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, это поможет мне в развитии канала. И приходите в другие социальные сети, посмотреть, подписаться. Там всякое разное интересное тоже выкладываю, все ссылочки будут в описании. На вам прекрасного дня, утра, вечера или ночи, когда бы вы это не смотрели, и всем пока!